Добрый день, дорогие пекари! Смотрите, какой прекрасный кекс я сегодня испекла. Недавно я делала ржано-пшеничный кекс и в комментариях получила предложение сделать кекс с творогом. И этот кекс, вот этот новый, он как раз с творогом, а также с яблоками, поскольку сейчас самый яблочный сезон. И сюда я еще добавила цельнозерновую ячменную муку, ржаные отруби, поэтому кекс будет очень ароматный, очень вкусный. Смотрите рецепт, ну а разрежем в конце. И не забывайте подписываться на все мои ресурсы. Ссылки на Дзен, Телеграм, Рутюб, Ютуб в описании. Давайте оставаться с вами на связи. Для кекса нам понадобится одно яйцо, сливочное масло, творог, конечно же, яблоки, разрыхлитель, закваска. Вы можете делать на остатках закваски. У меня просто подошедшая закваска, я ее покормила в большем объеме. У меня ее слишком много для выпечки, поэтому я часть отправлю в кекс. Ну и, конечно же, понадобится мука, сахар и соль. Я возьму 150 граммов сливочного масла, при этом половина масла у меня топленое. И еще 75 грамм обычного сливочного масла. Сахара от 100 до 150 граммов, в зависимости от того, насколько сладкие у вас яблоки. Я положу 100 грамм сахара. Добавим соль, 3 грамма будет достаточно. И сразу добавлю творог, 100 граммов. Беру датский венчик и растираю масло с творогом и сахаром. Когда растерли эту массу, добавляем одно яйцо, 150 граммов закваски. В данном случае я буду делать на разрыхлителе кекс, и закваска является только лишь вкусоароматической добавкой. Она не играет роль компонента, поднимающего тесто. Поскольку кекс у нас яблочный, я добавлю корицу, примерно пол чайной ложечки. Добавляю яблоки. Яблок у меня получилось 180 граммов. Это 2 небольших яблочка. Почистила от шкурки и порезала такой среднего размера соломкой. Смешиваем яблоки, чтобы они равномерно разошлись. Обязательно добавляйте яблоки до того, как добавите муку. И дальше начинаем добавлять муку. 200 граммов пшеничной первого сорта. В качестве добавки я возьму ячменную цельно смолотую муку. Если у вас такой нет, можете добавить пшеничную цельнозерновую. Ее 70 граммов. Цельнозерновая мука всегда нам дает дополнительный вкус и аромат. И, пожалуй, самый яркий вкус и пользу нам дадут ржаные отруби. Их добавляют 30 граммов. И снова все хорошо перемешиваем. Да, не забываем разрыхлитель. Если вдруг при смешивании вы поймете, что тесто очень-очень сухое, можно добавить чуть-чуть молока, либо масла. Лучше даже масло, чем молока. Потому что мука по-разному впитывает воду и может по-разному давать густоту теста. Чтобы понять густоту теста, вот сейчас лучше остановиться, дать тесту отдохнуть минут 10 и потом перемешать еще раз, вам будет понятнее. Через 15 минут возвращаемся к тесту, смотрим на его густоту. Можно пощупать руками. Нежное, влажное тесто, как и должно быть. Приготовила кексовую форму, смазала ее маслом и перекладываем тесто в форму. Мокрой рукой прижимаем поверхность, разравниваем. В такой кекс можно добавить орешки. Но сама уже цельнозерновая мука и отруби будут давать ореховый оттенок вкуса. Это будет очень приятно. Можно взять силиконовую лопатку, придать аккуратную форму, отделив от краев. Все разгладили. И смотрите, мы добавили цельнозерновую муку и отруби. Они у нас такие грубоватые. Можно дать сейчас возможность пропитаться им влагой, то есть оставить тесто прямо в форме минут на 20-30. Накройте чем-нибудь, чтобы тесто не заветривалось, и разогревайте духовку на 180 градусов. Тесто постояло в форме, духовка разогрелась, отправляю выпекаться. В зависимости от того, насколько хорошо греет ваша духовка, выпекать можно на температурах от 180 до 200. На 200 градусах у меня очень быстро румянится корочка, поэтому ставлю на 180 и примерно минут на 40, на 60. Кекс у меня готов. Пекся он час при температуре 180 градусов.
вполне красиво пропекся. Смотрите, какой золотистый, румяный. Оставляю его полностью остыть на решетке. По своему внешнему виду это прям классика. Он очень похож на кекс столичный. Такая продольная трещина через весь верх кекса. Это характерная черта столичного кекса. Оставляю его остывать, ну а потом разрежем и попробуем. Так, смотрите, кекс у меня полностью остыл. Давайте его разрежем. Режется очень мягко, нежно. На срезе он серенький, конечно, это за счет добавки ржаных отрубей, естественно, корицы и, конечно же, цельнозерновой ячменной муки. Давайте попробуем. Смотрите, какой приятный, чуть-чуть влажноватый мякиш. Очень интересный, очень душистый. Ой, очень пахнет яблоками, нежно пахнет корицей. Я немного корицы положила. Я люблю не очень сладкую выпечку. Если вы любите сладкие кексы, кладите сахара на 30-50 граммов больше. Вот для меня этой сладости вполне достаточно. Очень достойный кекс. И, конечно, его ценность в том, что есть добавка цельнозерновой муки, отрубей. То есть это не просто сдобная, сладкая, вкусная выпечка, но еще и польза. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите вопросы и комментарии. Будем с вами продолжать печь. Испечем еще много всего интересного.